Так, привет, друзья. Как я включаю советника на счете там, где работаю советником? Допустим, смотрите, я отслеживаю точки, те, которые я вам говорю в рекомендациях, да. Вот вчера я говорил, что поход наверх, да, евро мы отслеживали, гоблина, евро и канадца. И вот от этих точек я вчера включал, два ордера брал, вот они видно у меня. Купленные были. И включал также само советников. Но советников я никогда не включаю в обе стороны. Я включаю по перекупленности, по перепроданности. Вот. Видите, у меня только лонг. И сейчас вот я его остановил. Почему? Потому что уже перепроданность на 5-15 минутах. Я его остановил. Поняли, да? Только в одну сторону, когда вы ловите тренд. Зачем мне рисковать, что там будет? Я вот взял свое, отключил его и все. И пока я отдыхал, вы же знаете, советник раз-раз и надолбил. Так что только так я. Старайтесь только, чтобы у вас было отдельно. Вот смотрите, да, допустим, я установил на этом счету вот канадца, фунт стерлинг, гоблина установил, фунт стерлинг. И евро, да, допустим, я отловил точку. И так другие. Но не совмещайте с ручной торговлей. Вы будете путаться, вам будет тяжело. Сделайте себе отдельный счет, понимаете, и все. Допустим, вот тут он у вас торгует, а здесь вы вот точка была. Сейчас входить еще, добавлять ордер. И будет все хорошо у вас. Конечно же, если у вас есть какой-то другой советник, там крутой, навороченный. Но если вы умеете торговать, вам без разницы, какой советник. Конечно, у меня обыкновенный Иван, но у меня нету тут дистанцию. Надо дописать, я ее дописал, но она не работает. Сейчас я покажу, что это значит. Допустим, когда мы устанавливаем любой советник, вот нажимаем теперь изменить. И мы сразу, чтобы не париться каждый раз устанавливать, мы нажимаем изменить и прописываем здесь то, что нам надо. Допустим, take profit, вот прописали. Take profit. Вот. Изменяем сюда. Вот, допустим, на дивизионе Джупики я выставляю, вот, допустим, 0,08. 0,07, допустим, чуть побольше. Где-то 0,01, потому что разница в этом. И нажимаю компилировать. Но вот я тут... Ага, это не здесь. Я добавил дистанцию. Сейчас я покажу, может, найду. Сейчас, секундочку. Так, нашел это в другом терминале. Вот, дистанцию я просил. Но это я писал через Bing. Просил, чтобы Bing мне GPT-чат написал. Вот он мне добавил дистанцию. Вот он добавил. Но что-то в этом... Блин. В этом советнике не работает. И добавляю я в Иван, она не работает. Плюс стоп-лот я добавлял, тоже не работает. Там надо прописывать, я не умею. Если вы умеете все это делать, вот стоп-лот, да, допустим. Сейчас я скопирую, вставлю в Иван. Так, что мы делаем? Сейчас мы закрываем это. Где у нас? Так, заново, наверное, открыл. Вот наш Иван, да, и вот, допустим, добавляем мы сюда дистанцию. Так, отступаем. Ну, короче, она не работает, не стоп-лот. Вот смотрите, вот дистанцию я добавил, надо прописывать. Я не умею этого делать. Так, но при компилировании все нормально. И добавляю также стоп-лот. Оно показывает, но он не работает. Сейчас вот я показываю при вас. А теперь также копирую стоп-лот. Где он у меня тут? Дистанция. Вот он. Вот этот стоп-лот. Ну это ж только здесь, кто знает, подскажите, друзья, как прописать. Может, скопируемся там как-то.
Ну и добавляем также его сюда. Дистанция, стоп-вот. Допустим, к примеру, я говорю, или... А, вот у меня есть тут стоп-лосс уже в динамике. Вот он. Только увидел стоп-лосс. Уже, видать, я прописал. Террин стопайте, пробую. И нажимаем опять же компилировать. Все нормально показывает. Но при открытии советника, да. Сейчас мы его удалим. Он не показывает. И давайте заново, потому что мы же скопировали. Так, вот входные параметры. И смотрим, что у нас тут добавилось. Дистанция есть, но он не соблюдает ее, да, ну значит она там дальше, наверное, не прописана, но он не соблюдает. Вот стоп-вот даже, не, по-моему, не показывает, да. Вот, есть, а стоп-вота нет. Вот, и я на форумах связываюсь, и вроде бы там написали, я там подсмотрел у чувака, но прописал, ничего не работает, вы понимаете? Именно стоп-вот и дистанцию у меня не получилось. Это важно, чтобы соблюдать дистанцию между ордерами. Так что, если кто знает, подскажите. Подскажите, когда писать, или я... У меня раньше был такой советник со стоп-вотом, но я его на старом компьютере, он заглючился компьютер, пропал. В принципе, мне одного простого советника такого хватает, что он торгует, я выставляю, вы поняли, в одну сторону и все хорошо. Напишите, кто знает, буду очень признателен. Короче, вы поняли, система моя проста, я думаю, так все торгуют, может быть, не знаю. И вот я отслеживаю, когда уже выключать советника, допустим, на фунте и на канадце. Жду отката и потом дальше его включаю по тренду. Кто знает, как я торгую по волновому анализу и совмещаю с индикаторами. Тогда все получается. По одному волновому анализу, вы знаете, не получается. Вот как вот сейчас. Вот многие 100% тут думают, что это третье вниз и держат, а тут надо брать вверх, кто понимает, о чем я говорю. Так, ну вроде бы все, друзья, рассказал, что знаю, пишите. Для этого я и создал канал, общаемся, помогаем друг другу, усовершенствуем свою торговлю. Точек входов их миллион. Их миллион, когда ты знаешь все точки сопротивления. Вот я показал, да, вот я от этой точки пошел. У нас их 3, вот от этой точки я пошел. Но думаю, с отката еще будут догоняться. Но, единственное, друзья, по фунту у нас была процентная ставка, и она повысилась. Вот за это я переживаю. Они, скорее всего, что как обычно, вы помните, по Америке, по другим странам, они гонят вверх, а потом ломят вниз. Обратите внимание, промониторьте новости по процентным ставках и сравните. Я рекомендую именно это сделать. И сравните процентные ставки, когда уменьшают, увеличивают, что происходит на рынке. Потому что такие приколы были за 10 лет, что просто в шоке. Я вам просто рекомендую промониторьте. Вообще всегда мониторьте то, что я говорю. Так как я в рынке уже достаточно времени. И наблюдал такие приколы, что мама не горюй. Да, и вчера, видео там, хлопец создал видео, понятно, что то это, скажите мне, рекламный ход, факт 70% за одну сделку. Дело в том, что, друзья, это реально, я сейчас не знаю, не обращаю внимания. Раньше очень много игроков показывали вживую, как они берут за одну сделку, там, я не знаю, наверное, больше процентов. Они закидывают там штуку или там 100-200 долларов, рассчитывают. Вот, вы поняли, нам же чем больше плечо, да, допустим, раньше было самое большое 1 к 500, сейчас, по-моему, 1 к 1000. Чем больше плечо, тем больше ты можешь скупить лотом. Вот они там рассчитывают на 2-3 сделки, чтобы у них было
вход, понимаете, ну, если вот так вот по тренду ты идешь, то это реально взять 70, а то и больше процентов за сделку. Я вам точно говорю, я когда был молодой, чудил, но сейчас у меня уже не те нервочки, я уже не хочу, потому что это уже игра, а я хочу просто нормально работать, торговать, не переживая, соблюдая money management, понимаете. Есть игра на Форексе, а есть торговля, соблюдая все правила, ты не нервничаешь, торгуешь, это заработок, понимаете? А то игра. Уясните у себя. Так что это возможно, я вам точно говорю. Раньше было, когда начинался только Форекс, давали $5, и люди разгоняли. Я разогнал, помню, до $150, с $50. Но раньше же волатильность была по 100, по 250 пунктов за сессию. Это, если вспомню, я не помню, какой 2010, наверное, год, может, туда, по мониторке. То, конечно, ты взял, у тебя цена скаканула, ну, везло. Во-первых, я тогда новичок после фондовой, оно как бы везет. И без стоп-лота $5, понятно, куда уже стоп-лот. Вот. И тем более не центовый счет, чтобы вы понимали, а классический. И сейчас дают многие это. Но вывести я не смог. И я бросил так эту всю беду. На этом все, друзья. Всем пока.